В общем-то, вот он наш велосипед в собранном виде. Тот, на который мы будем монтировать наш бензиновый двигатель. На котором дальше мы будем проводить интересные испытания и тест-драйвы. В принципе, приступаем к установке. Значит, нам нужно прикрутить вот сюда вот так вот эту звездочку. Ее отцентровать. Для того, чтобы установить звезду, соответственно, ставится она через вот эти две прокладки. Одна из них идет с внутренней стороны. Для того, чтобы ее туда установить, ее нужно разрезать пополам. На самом деле, вот очень прочная резинка. Если обратить внимание, сколько там этой капроновой нитки, то это реально прочная резинка. При установке вот этих накладок, вот этот разрез нам нужно разместить так, чтобы он попадал, соответственно, не попадал в шов. Старт, да. Сейчас мы посвятим наших зрителей в некий процесс таинственный. Это оцентровка звезды. Это сделать необходимо для того, чтобы не было никаких у нас посторонних звуков и повышенного износа нашей цепи и, соответственно, рывков при движении и всего такого. Соответственно, центровка заключается в чем? В незатянутом положении у нас звезда имеет ход. То есть сейчас мы будем затягивать, ловить какие-то моменты, где она выступает больше. И, соответственно, там делать больше натяжения. Процесс, в принципе, несложный, никаких не требует особых навыков. Все лежит ровно. Для того, чтобы установить цепь конкретно на данную модель велосипеда, мы укоротили цепь на одно звено. Укоротили, в принципе, простым путем. То есть сточили головку, положили эту цепь на гайку и выбили этот штифт. То есть это все очень просто делать. Дальше застегнули замок и, соответственно, получили цепочку просто покороче. Конкретно под эту модель велосипеда. Под некоторые другие велосипеды, может быть, в любом случае эта длина дана с запасом, а когда есть запас, это лучше, чем нежели его отсутствие. То есть на данный момент у нас ставится цепь и хорошо стоит, не провисает. Друзья, в процессе сборки у нас возникли некоторые, соответственно, заминки. В связи с этим мы вам даем рекомендации. Вот эти болты, на которые потом в дальнейшем будет крепиться наш двигатель, поскольку двигатель крепится в колокол. Вот видно, да? 4 отверстия, 4 болта. Вот эти болты необходимо, не просто рекомендуем, а прям необходимо устанавливать их заранее в кронштейн. Все 4 заранее в кронштейн устанавливать, потому что потом, когда он будет у вас вот так вот в собранном виде, и вы спохватитесь о том, что вам надо его прикручивать, со стороны звезды вы просто не засунете вот этот болт. Никак. Просто никак. Поэтому мы, соответственно, собрали, увидели и предостерегаем вас от этого. Болты все должны быть уже здесь. Чтобы они не болтались, не вихлялись, можете их какими-нибудь гаечками законтрить, да, чтобы они не мешали, но они, в принципе, не мешают. То есть сразу же болты крепления двигателя погружаем в их штатное отверстие. После этого продолжаем сборку. Итак, мы установили наше колесо, соответственно, вот она наша цепь, вот он наш кронштейн. Соответственно, вот звездочка. Звездочку надеваем на цепь и устанавливаем кронштейн. Установили кронштейн, наживили гайку. Дальше регулировка колеса, в принципе, точно так же, как регулируется в обычном велосипеде.
Значит, какие мы показали вам основные аспекты. Основные аспекты, то, что мы убрали одно звено, для конкретно данной модели велосипеда это было актуально. Дальше все в штатном режиме прикручивается, пока ничего не сверлим, не пилим. То есть, если это придется делать дальше, мы обязательно об этом расскажем, чтобы все было максимально удобно. Пока все на штатном крепеже, пока что использована штатная ось велосипеда. То есть сейчас будем пробовать натягивать эту цепь, регулировать соосность. В процессе вы, в принципе, все увидите. Все делаем на глазах. Как говорится, ничего не скрываем. Сейчас наша цель, чтобы все у нас ровно работало. Значит, установили кронштейн на штатное место. На данный момент будем устанавливать два вот таких хомута. Они идут в комплекте. Они устанавливаются вот сюда. Сейчас мы их сюда закрепим. Для того, чтобы вся эта конструкция не имела хода вот этого вот вверх-вниз. Соответственно, мы сейчас все это зафиксируем. На что стоит обратить внимание? Когда вы центрируете колесо, нажимаете пальцем вот сюда, в этом районе. Вы центрируете ось. Вот если посмотреть сверху, вот здесь вот зазоры одинаковые. То есть у нас колесо стоит ровно. Вот они, наши зазоры, они у нас одинаковые полностью. И вот здесь вот у нас есть зазор между звездой и рамой, который, в принципе, здесь достаточен. То есть она у нас ни в коем случае ничего не будет задевать и цеплять. Цепь у нас не щелкает, бежит ровно. То есть у нас вся конструкция сейчас работает ровно. То есть мы уже прям близки как никогда к установке мотора. И переходим к другому этапу. Друзья, двигатель крепится на 4 винтах. Очень удобно с этой стороны их затягивать. То есть берем трещоточку и заворачиваем болты. Соответственно, болтов 4. Не ко всем очень хороший доступ, но, соответственно, затянуть все же это можно. То есть таким вот образом все винты затягиваем. Вот этот винт очень тяжело, вот этот вот 4-й винт очень тяжело затягивается. Потому что, соответственно, здесь расстояние небольшое, мешает звезда. Для этого у нас, соответственно, есть вот такой шестигранник, который мы туда подлезли и, соответственно, затянули его. Наживили его, наживляли, соответственно, подтянули пассатижами до какой-то степени. Шестигранник такой распилить и гаечным ключом крутить там на 7, на 5, то есть вставить его туда и затянуть. Снизу, в принципе, доступ под гаечный ключ хороший. Вот он сам винт, если кому-то не видно, непонятно, вот он. Я вот на него указываю шестигранником. А так он у нас на 4. Соответственно, когда мы затягиваем вот эти винты, мы регулируем отношение, соответственно, можем утянуть отношение звезды, поэтому каждый раз после того, как затянули, проверяем, чтобы при вращении двигатель колодочки не цепляли за колокол. Соответственно, тем самым вот этим вот моментом можно выдерживать какую-то регулировку. Хотя, если четко вы приворачиваете на 4 винта двигатель к редуктору, то у вас не должно быть никаких несоосностей, это 100%. То есть вот эти болты, винты, они в принципе не регулировочные, поэтому здесь вот набираем необходимое количество шайбами и затягиваем туго. Здесь нет никаких недотяжек, все 4 винта затягиваются туго, то есть никаких проблем здесь нет. Потому что все остальные несоосности регулируются именно цепью. Но у нас их здесь нет, то есть кронштейн встал ровно, колесо встало ровно. Здесь все зазоры, соответственно, сверху, снизу, все у нас выдержаны отлично, то есть все выдержаны штатно. Теперь, значит, что? Сейчас мы будем устанавливать ручку газа и будем устанавливать пульт глушения. Соответственно, для этого мы сейчас разберем штатный руль, сюда поставим ручку газа. А ручку переключения передач мы перенесем на другую сторону для удобства. Итак, мы сняли штатные велосипедные ручки, которые были здесь установлены, потому что у нас в комплекте есть 2 ручки. Для чего мы их сняли обе? Сюда мы будем устанавливать наш газ, ручку газа. Соответственно, для того, чтобы у нас не было вот такого набора, целиком тут и газ, переключение, мы вот это переключение переносим на другую сторону. Благо у нас трос позволяет, то есть все ставится в штатном режиме. И надеваем ручку. То есть вот такой вот набор у нас получается. И даже модная фишка, как мотоциклисты все тормозят одним пальцем.
Можно, соответственно, на данной модели рычаги короткие. Можно потом либо заменить вот эту ручку с более длинным рычагом, ну, чтобы на 2 пальца прихватывало. Можно так оставить. В принципе, ну, ничего, тормозится-то нормально. И тем более передние тормоза, ими не особо мы пользуемся. Задний у нас будет как раз в упор, то есть прям будет стоять ручка газа. С этой стороны у нас будет стоять ручка газа, которая займет у нас совершенно небольшое пространство, то есть, ну, вот на эту длину. И тут мы уже будем вполне, как говорится, доставать до рычага тормоза. Эта часть у нас собрана, мы сейчас ее только затянем. А эту часть мы сейчас будем собирать. Вернемся к тому, что у нас вот здесь вот есть штифт, который установлен для того, чтобы не проворачивалась ручка газа. Под этот штифт мы сейчас будем сверлить. Разобрали ручку, соответственно, ну, процесс простейший. 2 болта, 2 гайки. Теперь, соответственно, заправляем трос. Трос мы заправляем сюда, в нижнюю часть. В принципе, больше никаких тут отверстий под это дело нет. И затягиваем контргайку. Ну, мы ее как бы не особо затягиваем. Устанавливаем в такой последовательности. Трос продеваем сюда. Берем нашу ручку газа. Наша ручка газа. Заправляем сюда трос. Все это дело укладываем. Соответственно. Вот так выглядит собранный механизм. Значит, что мы сейчас будем делать? Чтобы все это не проворачивалось, нам надо это примерить. Ручку газа нельзя делать в упор, вот чтобы она прям аж уперлась. Почему? Потому что при вращении она у вас будет тереться, да? Поэтому мы меряем, сколько она по глубине заходит, и отступаем немножко назад, буквально на 3-4 мм, чтобы ручку газа у нас не закусывала. Дальше мы смотрим, как нам будет удобно глушить мотор. В этом положении, это положение мы для чего фиксируем? Для того, чтобы нам просверлить отверстие. Отверстие будем сверлить в руле, вот здесь вот, по диаметру вот этого штифта, чтобы у нас ничего не проворачивалось. На удивление легко сверлится руль. Соответственно, сверлом 3 мм я просверлил. Второе сверло 3,2. Диаметр нашего штифта, ну, примерно близок к этому размеру. Поэтому, соответственно, сейчас просто разверну отверстие. Штифт входит в наше отверстие отлично. Здесь вот видно, соответственно. То есть ручка газа наша проворачиваться, пробуксовывать не будет. Все отлично. Перед установкой мы смазали руль для того, чтобы наша ручка газа беспрепятственно могла ходить. Дальше, значит, нанесли смазку на внутреннюю полость самой рукоятки, где будет ходить трос. Сейчас все это соберем в том виде, как это будет использоваться. Штифт наш, вот он штифт. Штифт совмещаем с отверстием. Под гайки есть специальные отверстия. Внутри они отформованы, то есть ничего не надо гайку держать никак. Она сюда вставляется, просто затягивается болт. Отверстие просверлено четко, то есть у нас есть небольшой ход, штифт туда полностью провалился. Затягиваем, значит, нашу ручку газа, и мы знаем, что 100% она проворачиваться не будет. Под палец удобно все сделано. Соответственно, эту часть мы разворачиваем для удобства. Теперь будем заниматься прокладкой троса, соответственно, до двигателя. Трос устанавливать несложно. Ослабляем контргайку, ослабляем крепление. Трос заправляем, значит, внутрь рубашки, продеваем насквозь через это устройство, подводим пальцем ось заслонки. Вот в таком положении продеваем трос, чтобы он попал в бабышку. Вот он у
наша бабушка. Бабушка имеет вот здесь вот стенку, то есть она не выскочит обратно. Вся фиксация здесь сделана хорошо. Так, трос у нас имеет свободный ход. Затягиваем контргайку. В нашем случае для удобства мы удлинили провод глушения. Здесь совершенно не важна последовательность соединения. Здесь нет ни плюсов, ни минусов, никакого. То есть, соответственно, просто провод взял акустический по цвету, вот он есть с красным, соответственно, соединил по цветам красный с черным, там черный с красным. Но вообще это не важно, потому что вы замыкаете цепь, и какого цвета у вас провод, куда пойдет, вообще не важно. Потому что сам факт, вот таким вот образом глушится, да, этот мотор, это делается с кнопкой. Поэтому мы просто удлинили провод, удлинили его на 25 сантиметров, там порядка 30. Это для удобства. Мы сейчас его аккуратненько проложим, закрепим хомутами к тросу, и у нас будет все аккуратно сделано. То есть вот этот момент, но это опять-таки же на данную конструкцию велосипеда. У кого-то этого провода хватит. Если у кого-то не хватит, то без проблем соединяйте, прям вставляете любой провод. Вот такой кусок провода вставляете, все. То есть никаких проблем. И у нас все будет глушиться, заводиться без проблем. Конь огонь. По крайней мере, в жизни попробовать это стоит. А если вы увлекаетесь велосипедами, то тем более.